Ребята, привет! Как сделать цвет, который задуман? И почему иногда это легче сделать бытовым красителем, чем профессиональным? Что такое окрашивание волос? Это добавление пигментов к уже имеющемуся цвету волос. Добавление. Если ваши пигменты светлее, чем ваш цвет волос, то вы их просто не увидите. Светлые пигменты не видны на темных волосах. Для этого волос должен осветлиться. Это происходит за счет силы осветления красителя, если в него эта функция заложена, и силы окислителя. Каждый окислитель дает свою степень осветления. Какой выбрать? Читайте инструкцию к профессиональному красителю. В ней всегда есть информация, какой процент окислителя на сколько тонов поднимает базу. И мы пришли к следующему важному пункту. Вы должны знать, на сколько тонов вы хотите осветлить волос. Краситель способен поднять, осветлить базу на 1, 2, 3, 4, не более уровня. Если нужно более, это уже не про краситель. Чтобы понять, на сколько тонов вам нужно осветлить волосы, вы должны знать, какого уровня глубины тона они сейчас и какой уровень глубины тона вам нужен. Если вы неверно или не точно это рассчитаете, то вы не получите цвет, который задумали. Именно от этих исходных данных зависит последующее решение колористической задачи. Да, сейчас вы начали решать колористическую задачу. Просто взять тюбик красителя и смешать с окислителем и получить цвет? Да, вы получите цвет, но не тот, который задумали. А для того, чтобы исправить эту ошибку и все-таки получить тот цвет, который вы хотите, вам придется снова решать колористическую задачу, но уже с другими исходными данными. Решение колористической задачи непростое дело, и многие мастера игнорируют эту часть работы колориста и используют готовые рецепты, которые не всегда подходят к той базе, с которой вы сейчас работаете. Давайте разбираться, как сделать все правильно и получить ожидаемый результат. Мы с вами продолжим в следующих видео. А кто хочет узнать прямо сейчас, переходите на мое платное обучение на сайте salonlondon.ru.